Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие изменения произошли на рынке, что ждать от нефти, доллара, золота и ключевых активов на следующей неделе, а также какие изменения произошли в позициях SOTES FTC и как это будет влиять на рынок в начале недели и в течение всей недели. Так, друзья, давайте перейдем к календарику. В пятницу посмотрим, что там было, еще раз к этому вернемся. Отчет ФРС о денежной и кредитной политике. Ну, на этот счет я делал выпуск. Соответственно, если кого интересует, можете посмотреть. Так, далее, что тут происходит далее? Далее, количество активных буровых, по данным Baker Hughes, продолжает расти, но растет оно не так, чтобы уже очень уверенно. То есть, здесь как бы на лицо происходит стагнация. Собственно говоря, если мы перейдем к графику, мы увидим, что здесь постепенно уже начинает возникать заминка. Здесь сейчас складывается достаточно противоречивая картина. С одной стороны, пока еще остается достаточно высокий спрос на нефть и газ. С другой стороны, китайская экономика и отчасти американская начинает пробуксовывать. В большей степени, конечно, китайская, там очень много неприятных сюрпризов зарыто. И здесь, кроме всего прочего, начинается новый виток высокотехнологического противостояния Соединенных Штатов и Китая. Он связан с тем, что китайское правительство хочет ограничить свои высокотехнологичные гиганты по передаче так называемых Big Data в Соединенные Штаты и во весь мир. Соединенные Штаты не хотят видеть у себя китайские компании размещенные. Тут, получается, интересы, в общем-то, правительства Соединенных Штатов и Китая в этом моменте совпадают. Но этот момент, это по сути ограничение, которое будет мешать глобализации мира и развитию бизнеса. Любая изоляция, которая создается, она вредит развитию мира и благосостоянию людей, причем всех людей, как в Соединенных Штатах, так и в Китае. Поэтому чем больше возникает барьеров, тем людям хуже жить. Так, друзья, но тем не менее, на прошедшей неделе выросли лонги у американских спекулянтов по алюминию и по меди. И здесь как бы вроде бы есть указание на то, что китайская экономика, она не будет достаточно сильно корректироваться и падать. Ну, действительно, учитывая летний сезон, скорее всего, страсти будут отложены на осень. Пока что здесь, судя по движениям металла, особенно в меди, есть некий намек на то, что Китай падать не будет. Он остановится на достигнутых значениях, но, может быть, еще немножко сходит пониже, совсем чуть-чуть. Так, друзья, далее нефть. Нефть огорчила, потому что здесь произошло значительное снижение лонговых позиций у американских спекулянтов. Обращаю внимание, что я ориентируюсь на позиции нон-коммерсов, то есть то, что принято считать спекулянтами. И, соответственно, то есть с моей точки зрения, это наиболее удобно и наиболее эффективно для применения на рынке. Но, по крайней мере, на текущий момент ничего вечного не существует. Возможно, завтра это перестанет работать. Рынок, он непредсказуем и многообразен. Впрочем, как пиратство и хакерство. Так, друзья, давайте для начала мы посмотрим такой индикатор, который называется CRB по нефти. То есть направление движения капиталов в сторону нефти, нефтяных активов. Недельный таймфрейм, одна свеча. Соответственно, здесь у нас возникает такой момент, что мы по сути вышли на докризисные значения. И даже на текущий момент произошло движение выше докризисных значений, которые были в 2019 году. Соответственно, сейчас состояние экономики, чтобы был такой мощнейший рост на энергоносители, оно немножко не соответствует, немножко не коррелирует. Вот это движение связано со спросом, который возник из-за сокращения добычи, который постепенно, тем не менее, выравнивается. И, соответственно, на текущий момент, если опираться на недельные таймфреймы, по нефти на следующей неделе предполагается консолидация, возможно, даже попытка очередного пробития
ближайшего минимального значения и уход пониже. Сейчас на графике по нефти мы посмотрим, какие здесь могут быть варианты. Так, друзья, ну вот месячный таймфрейм по нефти Brent. Соответственно, здесь у нас получается, мы должны какое-то время в этом диапазоне поторговаться при условии удержания уровня 72. И тогда отсюда вполне может развиться следующая фаза движения, у которой конечная точка будет в районе 94. Если мы переходим к неделькам, с недельками здесь все достаточно сурово. На недельках здесь возник разворот. У этого разворота цель движения находится в районе 66,5, если, конечно, он будет реализован в полном объеме. Пока не до конца ясно, будет или не будет здесь полнофункциональная реализация разворота. Такие риски есть, тем не менее эти риски они будут раскрыты, то есть реализованы в случае пробития 72. Как мы с вами видели неделю прошедшую, 72 успешно устоял, 74 облажался, а 72 прекрасно устоял, от него отбились и вернулись к поджатию верхней границы. Итак, друзья, на текущий момент, что у нас предполагается на этой неделе? Судя по выходу из лонгов спекулянтов, соты, судя по тому, что происходит с индексом CRB, по нефти наиболее вероятный сценарий это консолидация вот в этом диапазоне 72-77. Обращаю внимание, что если все-таки на предстоящей неделе будет пробой уровня 76,8 и 77,84 вот этого диапазона, то мы можем увидеть достаточно быстрое движение на 86 и, конечно, хочется сказать, возможно 94, но это скорее всего невозможно. То есть отсюда, если здесь будет пробой и повырывают шортистов, возможно движение на 8,6. Но это будет крайний случай и он наименее вероятный. Наиболее вероятный сценарий это консолидация в этом диапазоне, который мы уже отработали на прошедшей неделе. И в случае все-таки пробития уровня 72, 71,3, вот этого диапазончика, он немножко сдвинулся из-за того, что практически было касание, там 72,1, вот, то отсюда может быть коротенький задерг, там паника, срыв стопов и движение вот сюда, вот к уровню 66,5, 68. Опять же, такой сценарий, он возможен, но он с моей точки зрения менее вероятен. Наиболее вероятно это движение вот в этом диапазоне, попытка побороть с одной стороны страх, с другой стороны жадность, которая здесь возникает в силу дисбаланса спроса и предложения. Пока еще такое есть. И рост цен идет именно исходя из того, что высок спрос и предложение за ним не поспевает. Здесь еще появился новый фактор неожиданности, то, что ОПЕК плюс не договорилась. Но я думаю, эта мыльная опера, она либо на предстоящей неделе, либо на следующей неделе разрешится. Вот. И пока вот вся эта бодяга длится, наиболее вероятно движение на предстоящей неделе в этом диапазоне. Ну и то, что соты просели, указывает на то, что все-таки, наверное, будет повторное тестирование 72 с наибольшей степенью вероятности. Спрос пока высокий, поэтому если никакого черного лебедя не пролетает, вероятность пробития этого диапазона невелика. И здесь как бы все силы сошлись в одной точке движения вот в этом диапазоне. Так, друзья, но если мы переходим к московской бирже, к тому, что происходит во фьючерсах по нефти, здесь ожидание на коррекционный откат и рост нефти, по крайней мере на первую половину дня понедельника, когда площадка откроется. Так, друзья, далее давайте посмотрим злато. Злато, ну и серебро вместе с ним, здесь идет наращивание лонгов, то есть американские спекулянты делают ставку на то, что на предстоящей, на новой неделе золото пойдет наверх. Масса неотработанных ближайших целей вверху у золота. Но у серебра, собственно говоря, ситуация аналогична. И поэтому следующая неделя наиболее вероятно пройдет под знаком благородных металлов. Так, друзья, если мы перейдем к индексу CRB по золоту, то здесь на недельном таймфрейме движение капитала направлено в сторону того, что золото будет проседать.
Здесь нельзя сказать, что это решение однозначное, потому что для того, чтобы оно начало сыпаться, необходимо по индексу CRB движение на 10,8. Вот сюда, в этот диапазон. Пока такого пробоя нет, соответственно, да, то есть капитал делает ставку на то, что металл снижается, но исходя из изменения позиции американских спекулянтов, весьма радужные ставки и ожидания в части спекулятивного движения по золоту и серебру на предстоящей неделе. Так, друзья, ну переходя к графику золота, недельный таймфрейм, здесь идет попытка тестирования и пробоя 1828-1830. Опять же, на предстоящую неделю ситуация следующая. Вот у нас оформился новый локальный уровень, есть глобальный уровень, который 1791-1792. Локальный уровень находится на 1794-1795. Обращаю внимание, уровни могут немножко сползать. Это связано с пересчетом тех сделок, которые происходят за неделю, за месяц и так далее. Вот, соответственно, сейчас вот у нас ключевой уровень на предстоящей неделе поддержка это 1795 и сопротивление это 1819. Пробитие вот этих диапазонов и закрепления вверх вызовет ускорение движения на 1830 и потом попытку закрепиться на 1854. Вот здесь вот чуть пониже этой зеленой линии. Если, соответственно, все-таки будет пробой 1795, то вот этот весь изумительный восходящий тренд, это дневной таймфрейм, он ломается, и золото уходит опять тестировать диапазон 1766-1751. По движению капитала, по индексам CRB, да, там есть определенная ставка на то, что идет выход из золота, но текущая ситуация с точки зрения технического анализа и позиции спекулянтов, она указывает на то, что более вероятно будет движение наверх, тестирование и пробой сначала 1819, потом 1830. Весьма вероятно движение произойдет вот сюда, вот, конечно, с откатами, возможно, на 1795. Ну и в случае здесь пробоя на объеме или закрепления может быть импульс движения на 1854 и даже на 1882. По золоту, как вы видите, ситуация достаточно радужная, но здесь надо четко понимать, это рынок, здесь не бывает никаких обещаний, предсказаний будущего, которое сбывается с драконами и чародеями. И поэтому, если возникает откат и пробитие 1795, в данном случае это ключевой уровень, точнее диапазон 1795-1800, то, к сожалению, те закономерности, которые были выявлены, тот набор позиций, который произошел, он не сработает. Так, друзья, далее то, что касается SOT SFTC, позиции американских спекулянтов. Здесь у нас следующая картина. По рублю американские спекулянты несколько снизили лонги. Да, здесь произошло ключевое событие, потому что вышли из диапазона лонгов 10 тысяч. То есть, видимо, либо кому-то продолбили определенный уровень, либо здесь вера утрачивается постепенно. И подумали, что ставка на рубль, она себя не оправдывает. Опять же, это скорее всего связано с тем, что начинает буксовать Китай и нефть. Так, друзья, переходя к позициям на форте и ММВБ, эта ставка более короткая. SOT SFTC, они работают полнедели либо неделю. Соответственно, закрытие позиции по фьючерсу на ММВБ, оно действует в течение полдня, но может быть в течение дня. Смотрите, сишечка, рубль-доллар. Здесь ставка на то, что доллар к рублю в понедельник будет расти. А евро-рубль, здесь ситуация аналогична. Ставка на то, что евро к рублю в понедельник будет укрепляться. Так, друзья, ну и рубль-доллар, переходя к недельному таймфрейму, графику, что мы видим? Мы видим, что произошло полноценное тестирование уровня 75,3, но после этого произошел откат. Да, здесь как бы перелом тренда на укрепление рубля, несмотря на достаточно высокую нефть. И здесь пока на текущий момент весьма вероятно, что будет удержание вот этого диапазона 74,1, 75,25. Ну, в общем-то, на дневном таймфрейме мы с вами видим, что здесь была раздача при приходе на важные значения.
И, соответственно, на текущий момент весьма вероятно, что предстоящая неделя, она привнесет консолидацию. Ну, скорее всего, на самом деле даже будет, да, 74,1, 75,3. Вот в этом диапазоне будут ключевые страсти происходить. Если здесь возникает дальнейшее движение вниз на укрепление рубля и пробой 73 и 7, 73 и 6 вот этого диапазончика узкого, то отсюда у нас развивается дальнейшее укрепление рубля. Цель этого укрепления будет 73,3. Я пока бы на это ставку не делал. Скорее всего, здесь будет просто консолидация на предстоящей неделе. И потом уже там ближе к августу, в августе мы увидим, как пружина распрямляется. Если кто смотрит позиции по опционам, там уже ужас-ужас. И на августовские опционы, рубль-доллар, и на сентябрьские уже как бы ставки на 90, на 100 рублей за доллар. Но мы с вами видели, как июньская ставка на то, что доллар будет по 100 рублей, сработала. Здесь тоже не надо беззаветно верить в опционы, потому что там достаточно сложная игра. Идет с одной стороны хеджирование рисков, с другой стороны мы не знаем в полном объеме, какие есть взаимосвязи между участниками, делающими встречные сделки. Не всегда это до конца известно, я никого ни в чем не упрекаю, ни в коем случае, но возможны разные варианты взаимосвязи в части хеджирования, поэтому позиции в опционах это, конечно, интересно, но это не последняя инстанция. Тем не менее, надо держать ухо востро и понимать, что ставка на доллар по 90, по 100 в августе и в сентябре, она определенными игроками, которые достаточно осведомлены, имеет место быть. Так, друзья, ну а рубль-доллар, соответственно, вот этот диапазончик, он наиболее вероятный на предстоящей неделе. Но здесь как бы мы с вами будем онлайн отслеживать, что там происходит, и денежку на этом гонять и делать. Друзья, все, спасибо за внимание, хороших выходных, чуть не сказал успешных торгов, просто хороших выходных. Радуйтесь, хорошая погода, получайте удовольствие от жизни, всего наилучшего. Но если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Ниндзя Капитал. Спасибо.